Всем привет! Привет, привет. Сегодня мы покажем вам дом стоимостью 16 500 евро. И что еще вообще можно купить в Сербии за такие деньги? Этот дом находится в селе Дрлян, общины Бечий. Но сегодня мы не будем считать минимальные вложения для его ремонта или чтобы перезимовать, так как задача была другая. Клиент искал дом под полную реконструкцию или снос. И сегодня мы посчитаем, сколько же в Сербии может обойтись снос дома и какие моменты нужно учитывать. Ну а заодно немного расскажем, как вообще это происходит в Сербии. Снос старого дома, строительство нового на его месте, какие здесь есть нюансы и на что будущему владельцу участка стоит обратить внимание еще до покупки. Подробно посмотрим с вами участок, сам дом, хозяйственные постройки, коммуникации и что вообще имеет смысл сохранить. На фотографиях этот дом выглядел вполне крепким, и даже можно подумать, что он пригоден для проживания. Посмотрим, так ли это на самом деле. И небольшое уточнение. На момент осмотра этот дом стоил 20 тысяч евро. Он не был куплен нашим клиентам, и позже цена была снижена до 16 500. Участок как бы поделен на три зоны. Первая – это придомовая территория. Вторая – это подсобные помещения. И третья – это нива, где растет пшеница. Вот проходим до нивы, и я вам покажу границу участка. Слева идет вот по этой сетке рабица начинается и вон до того дерева. Потом направо. И сейчас покажу, где заканчивается граница справа. Вот тут, где растет пшеница, тут идет граница дома и граница участка. Вспомогательные строения. Ну, если дом окажется непригодным для жилья, и его нужно будет сносить, временно жить где-то придется, может быть в каком-то подсобном помещении, ну или арендовать жилье где-нибудь в селе, чтобы контролировать процесс. Это гараж, ну вряд ли он приспособен для жизни. Боковая стенка кирпичная, а задняя саман. И она, видите, отошла от кирпичной стены. Гараж очень низкий, 2 метра высотой. Ну, для мотоцикла только. Далее идут курятники. Ну, думаю, ценность они никакой не представляют. Старые кирпичи, деревянные рейки, бруски. Ну, можно будет использовать при строительных работах. А видите вход на чердак и летняя кухня? Чердак я не смог посмотреть, так как нужно было пройти по крыше летней кухни. А она была в очень печальном состоянии. Но, скорее всего, это было мое последнее появление на экранах телевизоров. Интересная печь. Топится снаружи. Ну, кто знает, лучше это или хуже стандартного варианта, напишите в комментариях. Водопровод здесь городской. В шахте установлен водомер. Правда, здесь плохо его видно. Внутри поселилась семья кротов и усердно все перерыла.
Рядом с шахтой находится колодец. Давно уже пересох и использовался как перелив из септической ямы. Глубина, метров 10, наверное. Далее сама септическая яма. Плита лопнула, но видно, что она полностью сухая. Размер 1,5 на 1,5 метра и глубина метр, метр 20. А помните, какой-то дом мы проверяли, там 7 лет никто не жил, а септическая яма была полная воды. Прям чудеса какие-то в том доме были с этой септической ямой. Смотрим сам дом. Это пристроенная терраса, а стена дома похожа на облицовочный кирпич. Толщина стены вместе с этим облицовочным кирпичом 57 сантиметров. Что-то много. В 2 кирпича я не встречал кладку в старых домах. Идем посмотрим стены, которые без облицовки. А вот он, сюрприз. Боковая стена отошла от фасадной на 8 сантиметров вверху. Это получается уклон где-то 1,5 градуса. Насколько я знаю, это превышает допустимые нормы. Смотрю, даже монтажной пеной проходили. В принципе, на этом можно заканчивать обзор. Дом для полной разборки подходит. Нужно торговаться по цене. Но мы еще не посмотрели особенности электричества и возможности интернета. И все-таки интересно, что же там внутри дома со стенами, потолком и полом. А мы напоминаем, что мы не являемся риэлторами и не продаем недвижимость. Мы показываем и рассказываем правду про дома. А стоимость проверки чаще всего окупается уже на этапе торга. Поэтому заказывайте проверку. И покупайте дома спокойно. Так, электричество и интернет. Вот с этого столба идет или витая пара для интернета, или это телефонный кабель. А рядом штанга для ввода в дом электричества. Обычные алюминиевые провода идут со столба. Но раз по улице проходит 380, значит при строительстве нового дома надо сразу рассчитывать проект под 380 вольт. И посмотрим ради интереса, что внутри со стенами и потолком. Кстати, нас часто спрашивают, можно ли жить в доме за 15 или 20 тысяч евро. Что сказать, жить, наверное, и можно, только насколько комфортно это будет. Понятно, что понятия комфорта у всех разные, но я думаю, живя в 21 веке, хочется иметь теплый туалет, горячую воду и температуру зимой внутри дома 20-23 градуса. Поэтому, думаю, невозможно, купив дом за 15 или 20 тысяч евро и вложив в него 2000 сверху на косметический ремонт, спокойно и комфортно жить. Придется в любом случае заниматься заделкой трещин, укреплением фундамента, перекрытием крыши, штукатуркой стен, как внутри, так и снаружи.
добавлять розетки, которых в сербских домах, обычно по умолчанию 1-2 штуки на комнату. Ну и главный вопрос – это утепление дома и отопление. Вот как раз та кирпичная стена, которая падает. Видите, делались ремонтные работы, не видно трещины сквозной. Она запенена и заштукатурена. Вряд ли это делали перед продажей, скорее всего, чтобы тепло не уходило наружу. И думаю, самое ценное, что здесь есть, это вот эта печь. Пол не бетонный, это глина с известью. Судя по потолкам, проблема с крышей есть, и очень серьезная. А это вот как раз та печь, которая топится снаружи. В конце видео мы покажем данные, взятые из открытых источников, сколько будет стоить снести старый дом и сколько будет стоить строительство нового дома. Для ориентира возьмем дом площадью 100 квадратных метров. Бойлер надо будет спасти при сносе дома. Кстати, что касается сноса дома. Опять же, где-то в Сербии можно просто уведомить муниципалитет о сносе, а где-то потребуется предоставить проект о сносе дома. Вот вы видите цифры по сносу и строительству коробки дома 100 квадратных метров. Данные брались для Воеводины и Западной Сербии, поэтому нет фиксированных сумм. И хочу заметить, что стоимость отдельной работы по строительству 80-100 евро за квадратный метр. Итак, по итогам проверки мы можем рекомендовать данный участок к покупке только для строительства нового дома. И расскажем немного про саму локацию. Дрлян – это совсем небольшое село, и вместе с соседним Милишево здесь живет всего лишь около 600 человек, большая часть которых – это этнические венгры. Здесь есть несколько магазинов, почта, амбулатория, школа и детский сад. Есть даже водопровод, правда, вода официально считается технической. А за всем остальным нужно ехать в Бечи или Бачку-Тополу, которые находятся практически на одинаковом расстоянии от села, примерно в 20 километрах. Пока ехали по селу, увидели еще птицеферму и коровник. И, соответственно, запах животных присутствует. По нашему мнению, в селе можно поселиться, если вы точно уверены, что сельская жизнь – это ваша мечта. А если вы уже нашли дом своей мечты, но не уверены в его техническом состоянии, заказывайте проверку и покупайте дома спокойно. Пока-пока! Всем пока!